Итак, всем привет! Продолжаем посиделки под Эйфелевой башней. Сегодня самая главная моя задумка этого видео – это как сделать овес, заварить овес, то есть как сделать лекарство от кашля и повысить ваш иммунитет. Ну, раз уж я начала, черная редька, ну, продолжим теперь. Я там затронула тему такую, что можно еще и овес заваривать. Это, кстати, тоже проверенное средство на моем ребенке. Она прошла все в борьбе за здоровье. Вот. И поэтому я с уверенностью могу сказать, что это помогает. Надо брать овес такой неочищенный. Я потом покажу фотографию. Вот. И помыть его надо как следует, потому что, тем более, если вы не уверены, какого он происхождения, если вы его взяли на базаре, вот, помойте его хорошо. Имейте в виду, что он будет всплывать, когда вы будете его мыть. Вот, поэтому я беру, например, мою, когда сливаю воду на ситечко, и он весь туда сваливается. Вот. И потом опять я его вот так вот несколько раз мою, кипятком мою, а потом уже можно его вот использовать. Вот. Так, значит, вот на такой термос нужно взять, ну, примерно вот стакан этих овсов. Продолжаем лошадиную тему. Раз уж год лошади, ну что ж, продолжим. Вот. Вы возьмите термос, налейте туда кипяток, сполосните, ну то есть как вот чай завариваете, когда тоже так же и овес. Вот. Складываете, потом берете кипяток и заливаете. В общем-то, можно полный сделать. Заливаете. В общем, здесь два варианта. Либо вы берете воду просто кипяченую, ну, кипяток, либо вы берете молоко. Я пробовала на деревенском молоке, как я уже говорила. Это если вы, например, для себя, если вы не боитесь поправиться, потому что это, конечно, однозначно приведет к тому, что вы станете немножко толще. Вот. Но зато деревенское молоко и плюс овес очень-очень полезно. Вот, очень часто говорю вот. Закрывайте, заворачиваете и оставляете на ночь. Например, если вы с вечера делаете, ну то есть примерно вот часов 12, нужно, чтобы он настоялся. И потом в течение дня надо давать попить ребенку или себе. Ну, в общем, очень хорошее такое средство от кашля и для повышения иммунитета. Еще раз повторю. Кстати, хочу добавить, что можно добавить сюда шиповник. Это будет как бы усиленный такой вариант. Но это, конечно, не когда с молоком, а когда с водой. Будет еще у вас там витамин С. Вообще будет круто-круто. Это во-первых. А во-вторых, когда вы будете давать настой из этого овса, конечно, это не с овсом надо есть. Это надо процедить. Через ситечко, опять же, можно в стаканчик налить, по полстаканчика. Если, конечно, у вас это касается детей. Если они смогут выпить, то можно дать. А дети, они очень не любят всякие невкусные отвары. А этот очень даже приятный. Он, когда на молоке, он получается такой, как будто топленое молочко. Можно сахара добавить, и будет очень даже вкусно. Я вот, например, тоже пила, пробовала. Мне все время свекровь говорила: ты сама-то пробовала то, что ты даешь, прежде чем вот когда что-то даешь ребенку. Вот после этого я стала, да, пробовать. И на самом деле вот это очень даже ничего. Но все-таки долго этот отвар не держите. В течение дня надо, конечно, выпить. Потому что, сами понимаете, если слишком долго, термос – это такая питательная среда для бактерий. В течение дня, ну, в течение суток, это, конечно, надо выпить. Но я считаю, очень даже хороший такой вариант для лечения. Опять же, натуральный такой. Но долго не храните. Почему у меня все время, когда включается камера, я не могу больше разговаривать, и мне не хватает воздуха? Что ж, я думаю, я вам помогла. Просто я смотрю, что люди
смотрит видео про черную редьку, потому что, видимо, сейчас многие кашляют, многие болеют. И вот это решила поделиться таким вот средством, потому что мне оно очень понравилось, действительно, реально. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, не болейте, будьте здоровы. Что-нибудь еще вспомню, что нам помогало, сниму еще что-нибудь. До встречи!